Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вебинар по продвижению сайтов, и я рад представить вашему вниманию Антона Михайлова. Антон, привет! Привет, Миш. Приветствую всех зрителей. Миш, спасибо, что пригласил. И спасибо всем, кто нас смотрит. Спасибо, что нашли время. Тебе спасибо. И о чем ты сегодня нам расскажешь? Я сегодня хотел поговорить о теме и актуальной, и в той, которой я уверенно плаваю, точнее даже бегу. Это анализ конкурентов и то, о чем говорится, там, не знаю, из каждого вообще рта и телефона и двора слышится. Это эпоха ИИ, видимости в ИИ и так далее. Давайте я представлюсь, немножко расскажу о себе, Все, тебе чтобы слово, был... давай слушаем внимательно. Мгм. Да, для тех, кто меня не знает и в первый раз видит, меня зовут Антон Михайлов, я основатель и SEO проекта SpyWords, и не только SpyWords. SpyWords — это мой первый проект, сейчас я себя гордо могу уже называть и по чесноку серийным предпринимателем. Сейчас у меня SpyWords MaxMetrics — это аналитика мессенджера Max, небезызвестного. Вот. И еще один мой проект — это Sales Finder, это аналитика маркетплейсов. В общем, весь мой опыт предпринимательства и стартаперства, я кручусь вокруг одной темы — это аналитики больших данных. И, собственно, очень мне это помогло, не то чтобы безболезненно, сейчас для всех время больших перемен, но довольно плавно войти в текущую эпоху. А сейчас, как я вот не устаю говорить, мы вообще живем в эпоху и в рынке данных. Сейчас все превращается в данные, потому что нейросети и их развитие приучили нас к тому, что огромные массивы информации становятся легко и быстро обрабатывать. И дело теперь в самой информации, в уникальности этой информации, которую вы можете агрегировать. Собственно, всю карьеру свою, в которой я занимался уже своими бизнесами, этим я и моя команда и занимались сбором уникальных данных и агрегирования для бизнес-пользователей наших сервисов. Вот. До моего пути в предпринимательстве я работал тоже в диджитал-маркетинге. А до всей этой истории я не то чтобы себя видел, я и был профессиональным спортсменом, я мастер спорта по баскетболу, всегда думал, что я вот буду всю жизнь профессионально играть, но судьба немножко иначе распорядилась, о чем я совершенно не жалею, и воспринимаю, на самом деле, вот я уже говорил на некоторых подкастах, бизнес, он во многом очень схож с профессиональным спортом, поэтому я примерно живу своей мечтой с самого детства, только немножко другим занимаюсь уже. Не спортом, а бизнесом. Но все эти качества, которые мне помогали, применяю каждый день в своих проектах. Итак, давайте посмотрим на план сегодняшнего эфира, о чем поговорим. Первое — это что меняется в диджитале, в маркетинге, в SEO и вообще в трафике, в потреблении трафика, в поиске информации в сегодняшнем современном мире, где правят нейросети. Второе — это именно гео как ответвление от классического SEO с точки зрения роста трафика и какие практические приемы и что нам нужно делать прямо сейчас, чтобы не упустить этот тренд. Он явно только зарождается, но первые шаги уже пора делать. И вторая часть эфира моего доклада — это уже больше практическая часть. Третий пункт я обозначил здесь: как искать страницы и контент, которые уже любят нейросети и используют для формирования и ответов. И четвертое — это конкретные инструменты и конкретные практические действия, которые мы можем сделать, чтобы уже улучшить свою видимость, улучшить контент наших сайтов. Я буду демонстрировать это на основе сервиса SpyWords, как ни странно. Но сразу скажу, что бурно в сети начинают развиваться инструментарии для аналитики ВИ видимости, и сейчас в этом трудности нет найти себе инструмент, который позволит эти шаги правильно сделать. Итак,
Все любят большую статистику, и я не без нее пришел. Первое, что хотелось бы показать, это, в принципе, всем известно, но цифры говорят сами за себя. Это динамика проникновения и с точки зрения пользователей поисковых систем. Здесь я выступаю не только от лица SpyWorks. Мы делали, наверное, одни из первых в Рунете очень большое исследование с нашими партнерами из агентства поисковой оптимизации «Импульс.Гуру». Мы исследовали в самом начале, когда Яндекс начал показывать врезки нейровыдачи, тогда это называлось вот именно поиск с нейро, сейчас это Яндекс Алиса. Мы это в процессе вот сбора данных для SpyWorks заметили и обратили на это внимание вот наши коллеги из «Импульс.Гуру». И мы поняли, что это будет только масштабироваться, проникать все глубже и глубже, и решили повнимательнее на это посмотреть. И мы начали исследовать всю нашу базу поисковой семантики. Всего в базе у нас около 150 миллионов ключей, которые имеют частотность. То есть примерно мы покрываем все вот ниши с частотностью больше нуля. И мы начали смотреть, по каким ключам, по каким сегментам ключей начали появляться блоки. Вот. Тут общая статистика, что всем понятно, что все растет, прогнозируется еще больший рост. Не буду на этом заострять внимание. Вот конкретные данные. Мы начали в октябре снимать данные по Алисе систематично. И видно, что это не по заявлениям пресс-релизам Яндекса, а по нашим независимым данным о живой выдаче, что действительно все это растет. Приближалось в июле прошлого года уже к 40%, сейчас это гораздо больше. Что мы еще делали? Мы делали срезы по динамике показа нейро Яндекс Алисы по типам запросов, по коммерческим, смешанным и инфо, и общую долю нейро. Везде видно, что этот рост есть. Опять же, исследование где-то страниц на 80-100, поэтому я предлагаю просто тем, кому интересно, скачать полную версию этого исследования и углубиться в цифры, когда будет время. Что там еще интересного? Там мы делали разбор по вертикалям. Насколько помню, мы выделили 8 или 10 ключевых вертикалей в Рунете. Это финансы, авто, недвижимость и так далее. И еще эти срезы делали, медицина, конечно же, и делали эти срезы еще и по вертикалям. Очень много информации, и кто любит вот в больших данных копаться, приглашаю к этому исследованию. Что еще из цифр? В чем особенность вообще нашего взгляда в SpyWorks? Потому что мы в неком смысле видим слепок всего Яндекса, пусть и с запозданием, но мы вот собираем слепок всей выдачи по всем ключам раз в месяц. То есть мы взглядом сверху можем делать какие-то выводы, и пусть они немножко отстают от картины сегодня, но зато представляют определенную ценность. И это уже свежее исследование, это было в конце прошлого года. Мы посчитали наиболее используемые сайты-источники, которые попадают в выдачу Яндекс Алисы, которая именно автоматически показывается в поисковой выдаче. Есть один тип Яндекс Алисы, который триггерится автоматически вместе с запросом. Есть другой тип, когда вы должны кликнуть на поиск с Алисой, и он триггерится отдельным запросом. Мы это не брали в расчет, мы брали именно готовые ответы. Вот. И неудивительно, что впереди планеты всей Дзен и Википедия. Но что самое интересное, уже в топ-20, это вот данный срез, это топ-20, уже проскакивают площадки с UGC-контентом, VC, Picaboo, и их можно использовать как хабы вашего контента, чтобы чаще попадать, потому что, естественно, вы своим ресурсом, авторитетностью, размером, цитируемостью и историей не перегоните огромного монстра VC, но вы можете использовать это как трамплин
и попадать по нужной вам узкой теме через VC в нейровыдачу. И полная версия вот этого нашего классификатора, там топ-1000 доменов, источников. Я уверен, что с практической точки зрения вы сможете найти, там, если не в топ-20, то в топ-100 хорошие площадки, где есть UGC-контент, возможность публикования своих материалов, и с помощью него вы сможете также увеличить вашу видимость в нейровыдаче. Вот это промокод, QR-код именно на скачивание этого исследования. Дальше занимательная статистика. Это корреляция, то есть миф или реальность, гарантирует ли высокая позиция в органике попадание в ИИ-ответ. И посмотря вот результаты, сравнив поисковую выдачу и содержание ИИ-ответов по всей нашей базе ключей, мы пришли к тому, что нет. Первая позиция – это всего лишь 50%. То есть в 50% случаев первая позиция оказывается как источник цитирования в нейроблоке. Соответственно, все-таки мы действительно имеем, вот сейчас идет спор, активно обсуждается между специалистами, гео – это продолжение SEO или вообще классическая SEO-работа ведет нас к гео видимости. Вот на данных видно, что все-таки это другой тип контента и другие механики попадания в эти блоки дают нам возможность привлекать трафик именно из геовыдачи. Потому что 50% – это вероятность, не слишком большая. Это шанс 1 из 2, что вы попадете на первой позиции. А на 10-й, 20-й и того меньше. То есть все-таки сейчас вот и бизнес, мы общаемся с компаниями, как правило, с маркетингом в целом, и разговор всегда идет у бизнеса, должен ли я выделить отдельный бюджет, отдельную команду, это что-то новое направление для привлечения платежеспособной аудитории, нужной нам аудитории для нашего бренда, для нашего сайта. И, скорее всего, ответ – да. И SEO-специалисты должны обучаться новым умениям и анализировать новые данные. И бизнес должен выделять это в отдельную категорию привлечения трафика, потому что данные говорят сами за себя. Вот. Дальше перейдем от теории к практике. Хотелось бы сначала ключевое для понимания практических шагов. Уверен, многие это знают, но повторить не будет лишним, что отличие поискового ранжирования классического от ИИ-ранжирования в том, что ИИ воспринимает не просто соответствие словам, а сопоставляет смысл, то есть глубокий, цельный интент пользователя, что он хотел узнать. И даже в некотором смысле предугадывает, что он хотел бы узнать дальше. Поэтому мы сейчас будем говорить о том, как делать такой контент, который эту задачу закрывает. То есть раньше у нас была классика ключ-страница или группа ключей, близких по смыслу. Но сейчас парадигма меняется, и мы уже говорим о более крупных и глубоких пластах контента, в которых человек будет проводить больше времени, получать более качественную, уникальную информацию и закрывать вопрос от и до, который у него возник. Вот небольшая справка о том, как возникает вообще модель формирования запросов к ИИ. Если вкратце, то ИИ дробит наш контент и запрос пользователя на так называемые чанки, токены, по-разному это называют, и сопоставляет смысл, именно векторный смысл нашего контента с
смыслом заданного пользователем вопроса. И это более сложный процесс, чем классическая поисковая машина, к которой мы привыкли вот 10-20 лет работать. Конечно, там были и персонализированные варианты, но это все просто совершенно старый уровень. С чем мы работаем сейчас, это просто нечто другое. Это не надстройка над старым, а именно новое представление соответствия интереса запроса пользователя и контента, который должен это решить. Итак, уже чуть больше и глубже практика. Что нужно делать с контентом на ваших сайтах? Мы, опять же, проанализировали лучшие страницы в основном в коммерческих тематиках, и как они выглядят, что они содержат, за счет чего ИИ их любят больше и предпочитает именно их, нежели другие страницы. Как правило, это часто включает рейтинги, сравнительный контент, потому что пользователь гораздо лучше погружается и доверяет контенту, где есть не просто там отображение одной сущности, там, не знаю, одной модели кроссовок вашего бренда. Если идет сравнение с другими типами сущностей, о которых спрашивает пользователь, это дает более глубокое понимание темы как для ИИ, так и для самого человека, который ищет ту или иную сущность у вас или у другого сайта. Чисто технически роботы, которые индексируют со стороны ИИ-моделей, любят хорошо оформленные фрагменты. То есть тут у нас, вот мне на память приходит, я закончил журфак МГУ, и нас еще тогда учили про каноническую структуру правильно оформленной журналистской статьи. То есть это треугольник, где сверху у тебя должен быть лид-фрагмент, который цепляет человека, и дальше ты уже расширяешься в детали той или иной истории, которую ты рассказываешь. Также и с этим моментом уже многие доказали, по крайней мере, сейчас это так работает, что лучше начинать вашу там статью или там любую другую страницу с overview фрагмента. То есть чтобы overview фрагмент уже покрывал, то есть как summary, все, что можно прочитать ниже. Не просто как раньше мы делали подзаголовки якоря на статью, а именно качественный summary, который уже может ответить на тот или иной вопрос. Кроме того, актуальность контента выходит на новый план. Мы и раньше знали, что если у нас есть хороший набор материалов, которые можно реактуализировать, то это надо делать. А сейчас это еще более актуальный характер несет. Соответственно, вы должны, если видите, что темы и знания, которые вы, или там цитаты, которые вы использовали для наполнения вашего материала, можно пересобрать, обновить, добавить, расширить, все это нужно обязательно использовать. Идем дальше. Техническая доступность – это просто must-have, это просто нужно сделать и никогда не делать иначе. 3 основных момента – это просто доступность. Раньше мы жили в эпоху ботов поисковых систем, теперь это боты LLM-моделей. Для них все должны быть открыты нужные вам разделы. Сейчас много сайтов на SPA. Обязательно посмотрите, как роботы видят вашу сервер-сайт рендеринг-версию, правильно ли она генерится. И, естественно, rich content, который вы используете, опять же, это очень хорошо заходит. Исследование PDF, всякий всплывающий контент видео, изображения, исследования в PDF. Это все должно хорошо извлекаться и представляться в чистом коде для поисковых роботов.
Третий очень важный аспект, который именно меняет правила игры, и почему он многим неприятен, потому что человеку свойственно вообще чувствовать себя не очень хорошо, не очень комфортно, когда пришла эпоха изменений и необходимости изменений. И сейчас вот я как представитель, основатель сервиса, который работает и с категорией пользователей SEO-специалистов, и просто маркетологов, и in-house маркетологов, и владельцев там небольшого бизнеса, и директологов больших, маленьких команд. Я общаюсь с разными структурами в маркетинге, и мне на ум приходит, что мы и раньше говорили про многоканальность, про один маркетинг-позыв во всех каналах, и то есть в единую работу, в единый месседж разных команд, то сейчас это как никогда актуально, потому что роботы и ИИ формируют так называемый портрет, граф вашего ресурса с совершенно разных площадок. Если SEO-команда работает не в синхроне с командой там пиара или с какой-то еще командой, которая так или иначе ответственна за материалы и контент о вашем бренде на других платформах, на других источниках, это может сбивать ваше позиционирование, соответственно, позиционирование о вашем бренде внутри модели, и пользователь, когда будет искать, например, вы им хорошо подходите, но с точки зрения хранения информации о вас она деструктурирована, вы можете так терять часть видимости в и ответах. Соответственно, вот сущность, что вот на этом слайде обозначена, консистентность данных о вашем бренде, там, о ваших ценностях, о ваших преимуществах, единство вот стратегическое разных диджитал и маркетинговых отделов специалистов сейчас должна поддерживаться особенно сильно и постоянно пересинхронизироваться. Вот, это главное, потому что сейчас мы имеем небольшую, так сказать, исторически так сложилось, что, как правило, там SEOшники работают отдельно от директологов, пиарщики еще в своем поле варятся. Сейчас нужно там SEOшнику знать базовые механизмы пиара, маркетинга, а не просто там технические SEO и так далее. Это неприятно, но, опять же, там директологу, пиарщику тоже нужно понимать базовые принципы там SEO, GEO. Сейчас вот идет такая эпоха синергии между этими департаментами и вообще задачами и приоритетами. Только тогда бизнес будет получать профит и будет выделять бюджет. То сейчас идет, вот насколько я пообщался на мероприятиях, конференциях именно SEO-представителей, они пытаются доказать бизнесу, что это важно. А бизнес всегда говорит: покажи мне, сколько там денег, и можете ли вы это делать. Как правило, или нужно нанимать кого-то еще, там, зашивать нам больше работы. И сейчас довольно сложно это оценить в деньгах, потому что недостаточно статистических инструментов. Мы сейчас вообще в интересное время живем. Это все посходили с ума насчет AI-видимости, но никак посчитать ее никто не может. А бизнес в итоге требует: дайте мне цифры. Там, это легко посчитать в директе, это легко посчитать в уже классической органике, ценность для бизнеса этого трафика, этих конверсий. А в ИИ все боятся, что это поглотит мир, но пока ни одной цифры у нас просто нет. Мы можем просто говорить показ да или показ нет. Вот. Это, конечно, щекотливо. И бизнес, вот насколько я общаюсь именно с представителями больших брендов,
не говоря уже о маленьких и средних, но очень аккуратно выделяет на это деньги, потому что пока такой то ли хайп, то ли черный ящик, и непонятно, как с этой штукой играть и инвестировать в долгую. То есть я предсказываю, если говорить о развитии картины, я думаю, следующий большой бум и именно пласт вот изменений на рынке с точки зрения работы с сайтами и вообще восприятия бизнеса вот этого трафика и этого окна пользователей будет, когда нам представят наконец-то WordStat или Keyword Planner GPT. И тогда мы сможем понимать, насколько часто ищут наш бренд, насколько это растет динамика и так далее, и так далее. Тогда бизнес уже будет включаться и выделять бюджеты. Но «Готовь сани летом» мы не зря так часто об этом говорим. Может быть, уже поздно, поэтому нужно прощупывать механики и тактики уже сейчас. Итак, небольшое упражнение в завершение практических советов. Что нужно делать по внешнему окружению? Как правило, авторитет и вот граф вашего бренда и бизнеса должен быть подтвержден на авторитетных источниках. Соответственно, не поленитесь собрать хороший пул медиа в вашей отрасли или которые пишут о широком круге отраслей, имеют большой авторитет. Обязательно добивайтесь там упоминаний. Видео, YouTube, различный контент различного формата внутри вашего контента – это однозначно хорошо. Ваш репутационный граф тоже крайне важен, потому что одно дело, что написано, другое дело, что пользователи какие оставляют там отзывы на площадках для отзывов, это тоже в граф идет. И если одно с другим не соответствует, вы везде такие молодцы, оценки у вас везде 3, вряд ли ИИ будет вас пушить как доверительную компанию и бренд. Вот. Это я уже немножко осветил. Вот мы проговорили о том, что делать и как. И всегда разумные вопросы, разумные вообще стратегии после того, как я что-то сделал, это измерить, правильно ли я что-то сделал. И сейчас вот мы все-таки уперлись только в простое измерение 0,1, есть или нет, но другого пока не придумано. Поэтому все сейчас, кто занимается гео для клиентов, как минимальный набор, это трекать ответы по эталонному там, набору семантики, отслеживать изменения видимости, сравнивать ее с конкурентами. Пока у нас нету показов волюм по промптам и ключам, мы не можем сделать однозначные выводы. Пока просто трекайте плоскую структуру, кто больше показывается. Если логически подумать, то, наверное, кто больше показывается, тот и молодец. То есть пока вот простой у нас такой зарождающийся, доисторический в каком-то смысле рынок и подход, но другого нет. Хотя бы это делайте. Вот, переходим к второй части эфира. Мы поговорили в теории о том, что такое вообще и видимость, как он ее формирует знания о вашем бренде, о вашей компании, о вашем домене, что мы можем сделать на нашей стороне, какой тип контента в теории заходит для всех и улучшает видимость в и ответах. А теперь посмотрим, как мы можем это делать системно с помощью инструментариев, готовых на сегодняшний момент публичных для рынка. Практические задачи, которые стоят перед нами регулярно, если мы занимаемся системно гео, это анализ семантики, анализ видимости нашего сайта,
в источниках, анализ видимости конкурентов в источниках, чтобы это можно было сравнить и посчитать долю, кто больше показов забирает. И, соответственно, регулярный мониторинг изменений в этих ответах, чтобы трекать эффективность ваших действий, приводят они к улучшению или ухудшению видимости. Тут я перейду, Миш, на демонстрацию Переключи, да? экрана. Ага, сейчас. Переключи, пожалуйста. Так, переключаю. Все на экране. Смотрим. Ага, да. Я думаю, даже в полной разверни. Хорошо, сейчас и сделаем вот так, например. О, да, так отлично. Мгм. Что я показываю, это наш раздел в сервисе SpyWords анализа и поиска. Что здесь происходит? Здесь вы и мы можем работать с собранной базой и ответов, с большой базой SpyWords, вот, о которой я упоминал, вот, которая покрывает практически все ключи частотные в Рунете во всех тематиках. И работает инструмент в 3 режимах. Первое – это запросы. И сейчас мы можем найти запросы, которые включают наш запрос и триггерят автопоказ блока Яндекс Алиса в поиске. Ну, например, лечение позвоночника. Лечение позвоночника, грыжа, ну, соответственно, медицинская семантика. Мы можем это экспортировать, и ответы в полном формате, отдельно ссылки и источники мы сохраняем. Так вы можете сделать первый шаг к пониманию вообще, какая семантика триггерит автопоказ. И так, опять же, нет какого-то вордстата или keyword-планера, чтобы смотреть конкретные промпты, которыми пользователи пользуются при использовании GPT-сервисов. Но так вы можете хотя бы примерно понять интенты, и там, если перекос в инфо всегда будет, первое понимание семантики, которая триггерит в вашей нише и блоке, вы можете получить и проанализировать весь этот массив информации, например, опять же, скормить весь этот экспорт в GPT и сказать, посмотреть на всем массиве семантики вашей ниши, кто больше всего виден, какой сайт, и с этого начать исследование конкурентной среды и, так сказать, поиска вдохновения на хороший контент. Следующий вариант использования этого инструмента – это источники, где мы ищем по все той же базе, только мы ищем конкретно по ссылкам источника. Пусть это будет, раз мы в медицинской тематике демонстрируем домен SM Clinic. Вот тут уже можно посмотреть, вот отчет обновился. Это все ключи, по которым был автопоказ, ключи и частотности в 3 вариантах, по которым был автопоказ блока Яндекс Алиса, и где в ссылках источниках был домен, который мы ввели. Соответственно, так можно пробивать и наш сайт, или сайты конкурентов, чтобы понимать, у кого больше видимость и по каким, соответственно, ключам и какие куски контента в ответ формирует Яндекс. И заключительный, 3-й режим – это текстовый поиск по самим ответам. Тут интересно больше всего брендовое вхождение, потому что вы можете не присутствовать в запросе, не присутствовать в источниках, но ваш бренд может упоминаться в тексте ответа в том или ином ключе, и, например, в негативном. И этот кусок будет выдран из какого-нибудь рейтинга, и вам, соответственно, нужно с этим рейтингом поработать, связаться с автором, предоставить доказательства, что вы не такие плохие, и, в общем, заняться, так сказать, репутационным маркетингом на полную мощность. Например, ведем LibreDerm.
если мы, опять же, в аптечно-косметической медицинской тематике остались. Вот. И вот мы видим, и тут, кстати, подсвечены у нас вхождения, которые мы задали. Тут мы видим все ключи и все ответы, где именно в тексте, не обязательно в ссылках, а где был в тексте упомянут наш бренд. Опять же, тут уже это полезный инструмент не только для специалистов по SEO и по GEO, а уже даже для маркетологов в целом или репутационных маркетологов, если у вас есть они как отдельные люди. Вот. А дальше мы посмотрели блок по анализу. Это я бы всегда назвал вот такой отправной точкой вашего исследования. Посмотреть, что в принципе происходит на рынке в вашей нише. Кто больше, кто меньше, что кто пишет, какие ссылки чаще мелькают и так далее. Дальше, когда мы поняли, что работает, какие сайты хорошо попадают, чем мы отличаемся от них, нам нужно, мы понимаем, какой пул работ нам предстоит сделать на нашем сайте, чтобы повысить нашу видимость. И нам нужен инструмент для просто регулярного трекинга нашей видимости в ИИ. Это наш следующий инструмент, он называется у нас мониторинг ИИ поиска. Похоже, мне нужно отключить VPN. Ну, я пока скрою, если, говори, как будет готово. Так. Ну, сейчас Антон переподключится. Я ему напишу. Ждем. Сейчас Антон подключится и продолжим. Мы вещаем за тысячи километров друг от друга, поэтому ничего страшного, когда бывают небольшие какие-то разрывы связи. Так, вот. Это значит, Антон отключился, сейчас переподключится. Отлично. Я вас пока развлеку чем-нибудь. Так, Антон идет. Угу. Так. Я вернулся. Все Да. отлично. В наше время, да, не забываем, что нужно использовать 10 вариантов VPN. Да, КВН. Наш сайт, да, часть работает с одним VPN, часть с другим, часть без. Итак, мы остановились на разделе... Да, можешь заново экраном поделиться, чтобы... Да. Ага. Ничего страшного. Главное, интернет быстрый и все летает. Бывает, что вот зависоны, когда, знаешь, когда там приходится даже спикеру камеру отключать, бывают такие моменты. Не. А у тебя все шикарно. Да. Все, выводи. Ага. Все, и делаем. Вот. Нам следующим этапом, когда мы начали видоизменять и наполнять наш сайт оптимизированным контентом, нужно как-то трекать наш прогресс. Вот. И для этого у нас есть инструмент мониторинга и поиска. Собственно, это как мониторинг позиций, только мониторинг позиций в ИИ выдаче. И работает он очень просто. Вы создаете проект, добавляете ключи, выбираете нужные регионы. Сейчас мы собираем по Яндекс.Алисе, но буквально там на следующей неделе, наверное, будем релизить Google AI Overviews. Регионы, уже отмечено, что сильно от гео разнится выдача, и собираете по разному расписанию, которое вам нравится, ежедневно, каждый раз в неделю или по требованию.
и получаем на выход, вот это мой проект уже созданный. Вот у меня ключи, это инфоядро по тематике финансов, отлично подойдет под там, корпоративные медиа, которые очень любят делать все наши банки сейчас. Вот. И мы наглядно можем по датам смотреть изменения. Вот, например, видно, что там, в октябре я снимал там, получается, раз в 5 дней. В октябре 2025 года не отличаются между собой выдача Яндекс.Алисы, а вот проверил сегодня перед нашим эфиром, практически целиком переписан этот уже блок, и, соответственно, вам сейчас нету единого мнения и стандарта, как часто рефрешится база вот на такого вида готовые и ответы. Ну, среднее золотое значение, наверное, раз в неделю делать пересъем после внесения изменений. И таким образом вы можете отслеживать, там, появилась ли ссылка в источниках на ваш сайт, появился ли нужный кусок контента с вашего сайта, и если появился, остается ли он там. Вот. Плюс, забыл сказать, в этом инструменте у нас еще есть опция парсинга разного вида и блоков, то есть вы можете мониторить только и Яндекс.Алису, которая показывается по дефолту в выдаче, а можете собрать просто все принудительные ответы, даже где она не показывается, наш парсер сделает сам раскрытие всех нейроблоков, и вы получите полный анализ по вашей семантике содержимого и ответов. Так, презентацию сейчас тоже еще подгружу. Да, уже видно. Могу вывести ее. Давай. Так, собственно, на этом практическую часть я тоже закончил. Давайте подведем итоги. Я показал, вот внутри SpyWords мы сделали это, понятное дело, только на начальном этапе, потому что требования меняются, сама выдача меняется. Это очень динамичная сейчас среда. Мы слушаем активно пользователей, кто активно использует эти инструменты, будут улучшаться, изменяться, добавляться более сложные режимы, автоматические сравнения с конкурентами и так далее, и так далее. И подведем итоги. Таким образом, я показал, как вот мы в SpyWords можем закрывать все эти 4 ключевые точки. Первичный анализ, формирование задач для изменения контента на нашем сайте. Просто смотрим, какие страницы, сделайте сводную таблицу по вашей семантике, по наиболее часто встречающимся урлам, изучите их. Опять же, я часто прогоняю их через GPT, допустим, и сейчас, более того, появляются сервисы, я не помню точно, другой продукт мы делали, это мониторинг рекламодателей, и там я увидел новый сервис, который автоматически подключаются к Яндекс.Метрике и к Вебмастеру, и на основе ИИ скармливают туда данные, и он делает рекомендации по тому, что вам нужно улучшить по сравнению с конкурентами на конкретных страницах. Вот вы можете это делать, вот попробуйте этот сервис, я не знаю, как он называется, по-моему, SEO-братик. Вот. Я руками собираю вводные данные, например, видимость нашего ресурса, видимость конкурентов, скармливаю GPT, говорю структуру изучить, дать мне сравнительный анализ. Вот таким образом несколько итераций сделаете, у вас будет конкретный план работ по контенту. Сделали, сняли видимость, сделали выводы, что работает, что не работает. То есть это постоянный итерационный процесс, вот, который в итоге повторений должен закрепить вас и дать понимание, что работает, а что нет. Вот, на этом у меня все. Спасибо большое
за ваше участие. Буду рад вашим вопросам. А те, кто будут смотреть этот эфир в записи, вот мои личные контакты. Я всегда рад обсудить ваши задачи или ваши вопросы. Чем могу, всегда помогу. Имейл, Телеграм. Пожалуйста, обращайтесь. Я, как true стартапер, на связи 24 часа в сутки. Антон, большое спасибо за великолепный доклад, за демонстрацию функционала и такие инструменты, которые вы с командой внедряете. И отдельное спасибо хочу сказать, что у тебя очень такая хорошая, понятная речь, и сложные вещи ты очень хорошо доносишь. Сразу видно, журфак МГУ – это респект. Мое почтение, Спасибо. правда, очень круто. Спасибо. Видно, что рассказываешь профессионально. Особо приятно это слышать от тебя, Миш, потому что я не знаю более прокачанного человека для выступлений, чем ты. Не, мы все учимся, ничего страшного. Да, ты говорил, что вначале было тяжеловато, я помню. Да. Но это только практика, да. Ага. А ты, слушай, научился полностью в МГУ говорить хорошо, или ты умел уже как-то подкован был еще до универа? Я, наверное, знаешь, когда научился говорить... Нет, когда я до универа, я умел хорошо мяч в корзину забивать, да. Нет ничего лучше для тренировки, чем когда тебе нужно продать свой первый стартап хотя бы одному пользователю. Да. Я, знаешь, когда научился говорить? Когда мы запустили Spywords, и мне нужно было поговорить с тобой, с Сидашем, с Ильей. Тогда были еще рейтинги SEO-блогов, пузомерки, вот эти финстрипы. И у меня была табличка топ-10. Там ты был, вот все вот эти персонажи. И мне нужно было с каждым поговорить, презентовать сервис. И денег у меня, естественно, не было. И за бесплатно заинтересовать его, протестировать и опубликовать обзор. Тогда еще, помнишь, все писали вот эти обзоры, статьи, партнерка там. Вот, и, наверное, вот мастерство питчинга тогда у меня сформировалось. Ну, точнее, начало только зарождаться, да. А я помню тогда, мы с тобой и сотрудничали хорошо. Я помню вот эти пузырьки пересечения семантик и в Spywords это было топ вообще. Больше такого нигде не было. Потом только это появилось в Semrush. Да, это я даже помню с кем-то из адептов Semrush, мы блог Димок, не помню уже, кто-то, с кем-то я зарубился, наверное, да. Кто-то сразу воспринимал там, как ты, как другие, что вау, прикольно, а кто-то мне такой, нет, тут ничего интересного вообще, типа Semrush уже давно есть. И я помню, что я не мог, чтобы у меня таблицы все зеленые, а кто-то типа красный отказ, типа не. И я вот именно эти пузырьки, это вообще диаграммы Венна, называются по-настоящему математически. Я вам говорю, такого вообще нет. Вот посмотри хотя бы это, визуально оценить объем. А мы еще просто, понимаешь, тогда, я помню, задача-то ясна, то есть массивы есть. Мы искали долго специалиста, который реально напишет. А тогда же еще не было многих вот этих фронт-библиотек для графиков. Тогда нужно было с этим морочиться. Это 11-й год. То есть мы искали чисто специалиста, который сможет подобрать формулу отображения, вот алгоритмическую формулу генерации вот этих массивов пузырьков, потому что это же 3 массива, между каждым пересечения, еще относительно их размер. То есть это чисто вот отдельная задача. Мы искали вот аутсорс человека, который займется ей прям как исследователь. И недели 2-3 он просто пробовал вообще, как это сделать. Так что это была крутая штука. Какие были. Это сейчас там коду какому-нибудь или курсору сказал, там, запили мне вот то-то, и все у тебя. Да. Готово. Вот времена были. Ну, вопросы, тоже вот я могу есть? сказать, тогда это всем вспоминается там романтика, там то все, классные были времена, трава зеленее, стартаперство, вот, VC.ru еще назывался, Цукерберг позвонит, вот. А сейчас вот зато вот я стараюсь ускориться в серийном предпринимательстве, я понимаю, насколько вот правильное использование ИИ помогает автоматизировать
рабочие задачи. Вот мой вообще подход, точнее оценка, вот никто не потеряет работу, ничего такого не будет. Просто для умных людей они станут делать свои задачи еще лучше и быстрее, но глупых сделает еще глупее. Вот что, наверное, к чему Слушай, мы золотые придем. слова надо взять на вооружение. Действительно ведь так, да. То есть у нас вот, например, была задача, вот просто рабочая задача внутри проекта вот очередного, который мы скоро запускаем. Проанализировать нужно было массив, именно вот практически глазами отсеять и структурировать. Там 7,5 миллионов сырых строк. Вот просто КСВ 7,5 миллионов. И нам нужно именно осмысленный анализ, то есть кластеры сделать. И мы бы просто раньше сели, разделились бы там, тебе 500 тысяч, тебе 500 тысяч, и сидим. А тебе миллион. Да, тебе миллион. Я просто плюнул, да, и я просто плюнул. Конечно, он мне там соврал сначала. Не забывайте, да, говорить GPT, не обманывай меня. И перепроверяй сам себя. Но я сделал это за 15 минут. И то есть вместо там нескольких недель эта функция практически готова, по крайней мере, по бэкэнд данным за 15 минут. Ну, это безумие, просто безумие. Да. Вот. И вот я вижу, как просто мы ускорились именно в создании, там, в валидации идей, в создании прототипа. И еще один совет: не вайп-кодите, пожалуйста, стартапы. Это годится только на прототип, потому что все сломается на 5 пользователях, и вам нужно будет переделать все заново. Да, Лучше вайп-кодинг окей, как прототипирование, но пусть рядом будет настоящий разработчик, который будет смотреть, что там происходит. Потому что потом, когда кто-то ложанет, вы не предъявите это GPT, он скажет: извини, пожалуйста. Вот. Ты прав. Да. Как обычно, да, ты прав. Ты абсолютно прав. Да. Ага. Вопросы, конечно, есть. На твой взгляд, какие тренды в развитии инструментов аналитики в нейросетях ты наблюдаешь? Куда они будут развиваться, в каких направлениях? Ну, это очевидно. Я просто вижу это как, опять же, новые поисковые системы. Ну, они так и себя и позиционируют на самом деле. И у любой поисковой системы, там, если посмотреть сначала, это, я думаю, мало кто из зрителей помнит старые поисковые системы. Я помню. Сначала они просто показывают на запрос нечто, а потом это становится инструментом для бизнеса. И любая аналитика, все сначала делается для бизнес-когорты. Вот сейчас будет в GPT уже, по-моему, анонсировали, так я не увидел на своем аккаунте, это, наверное, на бесплатных, реклама. Я видел анонс, но так и не увидел рекламы еще у себя. Соответственно, поисковая машина, и поисковая машина — это просто безумные деньги, должна монетизироваться. Ваши подписки по 3 900 ее не монетизируют, я вас уверяю. Монетизироваться это будет, опять же, рекламой. Как контекстный, только более умный контекст будет подбираться. И аналитика пойдет, если речь идет о вот такой аналитике, будет WordStat и Keyword Planner для ИИ-моделей. И они будут показывать, куда движется спрос, кто чем интересуется из пользователей и так далее. Вебмастер для GPT. То есть у бизнеса будет кабинет, где он сможет отслеживать свою популярность и вашу правильность. Опять же, сможет свой граф, вот как в вебмастере, представление в поиске, представление в GPT, управлять. То есть, по-моему, это логичное развитие любой бизнес-среды, где есть борьба за внимание, и есть бизнес-пользователи, которые за нее борются. Пока как раз в этом и недостаток, что у нас такого инструментария просто нет, даже плохого. Я например, все говорят, а как с семантикой, промпты, где что взять. Мы просто можем в SpyWords показать из классической семантики, что триггерит показ. Естественно, пользователь, когда сидит в GPT или там в любой другой нейросети, он по-другому общается с ней. И как каждый человек уникально может общаться для себя, формулировать одно и то же, два человека могут совершенно по-разному. Именно в режиме таком разговорном. И я видел эксперименты такие, то есть и вроде работает, но, опять же, проверить нельзя.
Кто-то говорил, вот кто-то из агентств, кто занимается активно гео, то есть они скармливали GPT, скажем, сырую семантику, вот классическую с частоткой, и, ну, то есть кластер там чего-нибудь, лечение позвоночника. И говорят, спрашивали GPT, вот, а как вот эти темы ищут у тебя? И он переводил это вот в уже язык таких вот человеческих промптов. Но насколько он выдумывал это правильно или нет, никто не знает, потому что нет первоисточника. Вот, нет keyword-планера и WordStat для GPT. Может быть, правильно, а может быть, он часто просто, чтобы тебя не обидеть, тебе чушь какую-нибудь несет, и все, а ты потом это дальше используешь. Такое тоже может быть. Да, интересно. Я такой же похожий прогноз делал. Вот в начале года делаю прогнозы по SEO там с ребятами, специалистами. И у меня тоже один из прогнозов, что появится аналог Яндекс Вебмастера или Google Search консоли от самих нейросетей. И плюс еще по WordStat или Keyword Planner будут данные. Потому что без этого, ну, никуда, оно логично. Да, да. Это вот просто, ну, если смотреть вот чуть пошире, а я вот начал смотреть чуть пошире вообще на бизнес, на рынок, вот я задал себе вопрос, чем мы вообще занимаемся? Вот сейчас вот из этого понимания вышло у меня несколько новых проектов. То есть, с одной стороны, можно сказать, и я так думал в самом начале, что Spywords — это вот анализ конкурентов, там подбор семантики, тудым-сюдым. Но по факту я решил концептуально на это посмотреть, что это вообще такое. Это индексирование, то есть некого поля, то есть площадки Яндекса и Гугла. А что это за поле? Это поле, где с одной стороны есть спрос, с другой стороны есть вот бизнес-пользователи, рекламодатели или домены бренды, которые в органике хотят быть выше. И они борются вот за видимость. И есть еще торговля внутри этой платформы. Яндекс сам тебе продает рекламу. С другой стороны, кто-то получает трафик, не платя Яндексу, а платя там своему агентству оптимизации. И то есть это некая платформа, где идет борьба за внимание. И вот если так посмотреть на вообще окружающий мир, то ты уже не в рынке Spywords, ни SEO, ни Директ. Я нашел еще много-много таких рынков, где мы можем нашу бизнес-модель уже в широком смысле применить, а подходы нашей команды останутся те же. И по факту мы на рынке данных внутри платформы, где есть конкуренция за внимание пользователя. Вот. И это ничего, не поиск, например, вот Sales Finder. Это сервис, ну, аналогичный MP-Stats. То же самое. Вместо поисковой системы – marketplace. Вместо доменов селлеры. Вместо статей URL товары. И там все конкурируют, только тут у нас переходы, клики, а там продажи. Но то же самое, большая платформа, где есть бизнес-пользователи и B2C-пользователи, которые эту экосистему наполняют. Вот. Пока не могу рассказать о других, но через пару месяцев, надеюсь, скажу, куда это меня еще привело. Ага. И когда ты перечислял свои проекты, 3 основных, то у меня сразу, знаешь, сложилось такое ощущение, что очень грамотный у тебя подход. Ты выработал, ну, так сказать, вообще систему обработки данных, работы с большими данными, и смотришь на такие как бы потоки трендовые, такие, где SEO, например, где сейчас Max, где еще что-то, и по аналогии ты применяешь какие-то наработки предыдущие. Это очень круто тоже вообще. Да, но это вот, ну, это вот я долго к этому шел, на самом деле, понимание приходит не сразу, но нужно понять правильно, что ты делаешь. Вот ты не собираешь рекламу в Яндексе. Что ты делаешь? Вот. И вот, например, там Макс, это же тоже будет большая платформа, дай бог ему здоровья, Максу, платформа, где есть трафик и где люди, владельцы каналов, борются за него, и есть B2B-пользователи, рекламодатели, и такие же, как и владельцы каналов, которые хотят, используя те или иные тактики, свою видимость и охваты аудитории повысить. Пожалуйста, мы заходим и начинаем делать то, что умеем. Агрегировать большие данные, показывать их в нужном срезе, трекать и так далее, и так далее.
То есть вот наш конек, и хорошо, когда есть понимание четкое, и вот его уже можно масштабировать. То есть вот мой сейчас скучно без развития, и мой вот сейчас такой челлендж, и то, что меня триггерит, это именно поставить на поток умно, найти умные компоненты и умные инструменты, чтобы на поток поставить вот производство таких проектов. Потому что, насколько вот, я не помню, кто-то сказал, кто-то из предпринимателей старой закалки, что бизнес – это из нестабильных компонентов построить стабильную систему. Признак вообще системы, что она стабильна. Вот она может быть плохая, хорошая, но она стабильна. И вот просто используя наши куски, то есть ты как конструктор должен собирать. Вот сейчас GPT, почему я очень рад ему? Потому что раньше мне, чтобы валидировать что-то, нужен был фронтенд-разработчик, там, помощник, аналитик. Сейчас я вот могу, когда я вхожу там в режим бешеного фокуса, там, за пару дней создать MVP. Хотя бы в голове, но уже там с прототипом интерфейса, с какими-то массивами данных игрушечных, и собрать что-то по кусочкам. И вот из таких мозаик собирать систему, которая имеет себестоимость и ценность, вот, и для предпринимателей, думаю, это очень круто. Вот со всеми, с кем я не говорил, из разумных людей, не паникуют совершенно, а получили вот как раз больше свободы и больше удобства именно творить. Вот, потому что, ну, как раньше, найти фронтендера, ну, там ты пошел, объявление дал, сформировал задачу, он там понял, не понял, потом у него что-то там пошел туда. И, в общем, ты можешь решать одну фронтенд-визуальную задачу, ну, там, неделю. А вот тебе друг GPT, всегда в хорошем настроении, фронт тебе соберет точно. А когда у тебя есть фронт, ты уже пощупать проект можешь, что-то поклацкать там, ну, потому что на самом деле тоже, кто делает ПТЗ проекты, вот попробуйте сначала помакапить. Вот ТЗ обязательно, но надо щупать. Сначала щупать, потому что потом, после того, как вы пощупаете, пока практически гарантированно все нужно будет переделать. То, что у вас в мыслях и что в реальном вот, доступе на экране, это очень разные вещи. Спасибо. Единственное, что меня пугает, если вот мы говорим про ИИ, действительно, в большом смысле, это то, что вот другой пласт людей, кто, там, скажем, в некотором смысле ленив или слегка глуповат, вот они становятся еще глупее. Вот. И я думаю, доля таких просто из-за ИИ будет расти. Это как бы не пугает меня, потому что вряд ли, ну, я знаю, чем занимаюсь, но в целом, вот если посмотреть дальше на вот молодое поколение, ну вот мы умеем в уме считать, и сейчас вот будет много задач. Вот у меня 2 детей, там один заканчивает 9 класс, старший. Но они совершенно другие. Вот он пришел к ним, и они... У меня опасения просто вот за деградацию неокрепших умов, когда это приходит, пока ты только формируешься. Вот. Тут Да. вопросики есть, и в целом у социологов есть, я вот активно читаю именно противоположную сторону, не тех энтузиастов, а именно психологов, социологов, как это может повлиять. И там прогнозы пока неутешительные. Если даже массовое пришествие вот соцсетей в мир, именно детей, подростков, сильно увеличило количество вот психических заболеваний у там, детей до 16, до 18, то там ИИ по сравнению с Инстаграмом вообще монстр посерьезнее будет. Ну, добавим, что запрещенная соцсеть в России. Конечно, конечно. Так, следующий вопрос. GTA Player спрашивает. Доброго времени суток. Какие инструменты для продвижения в нейросетях есть в SpyWords? Мы, как платформа аналитики, непосредственно не предоставляем инструментов для продвижения, а мы предоставляем инструментарий для сбора данных о конкурентах, о текущих
так скажем, счастливчиков, кто стабильно показывается в нейросетях по поисковым запросам. Что вы можете сделать? Вы можете сформировать, как я говорил на эфире, понимание, кто в вашей нише хорошо охватывает нейросети, посмотреть, как устроены их страницы, их контент, и взять это за основу, опять же, через тот же GPT или там собственными размышлениями этот контент улучшить, усилить, расширить, и тогда с большой долей вероятностью вы этот сайт потесните в выдаче нейросети. Из конкретной практики этим занимаются агентства геооптимизации. Многие SEO, хорошие компании выделили это в отдельный спектр работ. Вот. Я могу только порекомендовать Impulse Guru как наших партнеров, с которыми мы делали большое исследование, чисто потому что накопленный опыт у них. Мы, наверное, первые на рынке, кто начал вот эти большие данные собирать, а не экспериментировать с клиентскими сайтами. Могу их рекомендовать как подрядчиков. Плюс я разговаривал с именно владельцами бизнесов, кто сам играется с продвижением. Вроде как накрутка работает. Вот я буквально разговаривал пару дней назад. То есть если вы энное количество раз долгое время будете писать GPT, что нет, там, не знаю, по пластиковым окнам вот этот сайт гораздо лучше, упоминаю ваш сайт, якобы вот эта накрутка поведенческих работает, и через какое-то время, но никто не знает, может, он вам и будет отвечать. Да, действительно, вот этот лучше, а другим другое. Я видел, кто-то говорил на конференции, что, опять же, какая-то компания по продвижению сайтов, что целый отдел, целый офис каждый день набивал в GPT, да. Что вот это... Да, помнишь, это на Optimization был? Да. Нет, наш Manovi. И вроде как сработало. Но вот мне, опять же, все посмеялись, что, может, он этому офису и начал отвечать так. А другим потенциальным клиентам неизвестно. Вот. Тоже пока вот такая... Кот в мешке работает или нет, но зато, как говорится, генеральный будет всегда доволен, что GPT ему говорит, что его сайт самый лучший. Ага, точно. Еще вопрос от GTA Player. Каким способом можно предоставить как можно больше страниц для нейросетей? Например, добавить файлы LLM с TXT или LLM с full TXT? Или есть еще способы? Я других способов, если честно, не знаю. Поэтому этого будет сейчас достаточно. И дело, я бы тут сразу обозначил, что как можно больше – это не суть задачи. Лучше как можно лучше, чем как можно больше. Мы говорили, что вот вообще архитектура контента чуть меняется. То есть мы знаем лонгриды из истории, но это были портянки. Ну, не то чтобы портянки, хороший журналистский лонгрид – это вот то, что можно сейчас считать стандартом для веб-контента, который индексируется в и ответах. Но хороший журналистский лонгрид, он на то и журналистский высокого качества контент, где есть факт-чекинг, беседа с участниками, гипотезы, опровержения или нет, исторические данные. Вот что делает контент. Вот как мы говорили в начале, требования к контенту, чтобы он хорошо залетал в ИИ, максимальное покрытие, раскрытие темы. Вот, так что лучше сосредоточиться на качестве. Спасибо. Так, следующий вопрос. Дмитрий Шевцов пишет. Антон, привет от Дмитрия Шевцова. Рад тебя видеть с докладом. Привет, Дим. Сервис юзаю часто, респект за такой инструмент. Спасибо. Дим, тебе спасибо за предыдущий эфир. Я черпал вдохновение, делал свою презентацию, параллельно слушая твой доклад. Круто. И Дмитрий спрашивает как раз вопрос. Работа с семантикой. Исходная база не меняется. Интенты и кластеры сохраняются. А применение, да, entity слой делаем для каждого кластера теперь. Данные парсим по ИИ плюс техническое задание делаем для внедрения по семантике. Так, и тут... Это... Слушай, да, Миш, да подключай его сюда, Да. Там не вопросы, а советы. Дима, подключайся.
И вот Дмитрий дальше пишет, пузырьки это просто мега фишка, через нее многие клиенты сразу покупали. Это пушка. Да, это гениально. Давайте покажем на секунду, а то люди Да, не... давай, покажи пузырьки. Как они сейчас выглядят? Они выглядят flat. Вот тогда они были еще, тогда была мода на объемный чуть-чуть. дизайн, там были Ага. капельки, тень. А вообще, что за Веб 2.0 там пузырьки? всё было. Да, что за пузырьки и почему мы так много об этом говорим? Покажи Говори, когда мой выводить. экран. Выводи. Угу. А, Так, вывожу. Пузырьки, да. Пузырьки — это визуальное сравнение массива семантики двух или трех сайтов. Например, вот Тинькофф, Альфа-банк и Сбербанк. Вот. Визуальное сравнение, то есть охват семантики в топ-50 у Т-банка там вот в много-много раз больше, чем у Сбербанка и Альфа-банка. И многие до сих пор, и правильно, на этапе предпродажного аудита клиенту просто показывают данную картинку, как вот там результат текущий вашего конкурента, допустим, вы продаете Альфа-банку, и можно, во-первых, просто визуально показать это красиво и демонстративно, а во-вторых, показать прогноз, к чему можно стремиться. То есть если Тинькофф Банк настолько больше, мы можем стремиться вот там на этапе, на горизонте такого-то спектра работ к вот улучшению в несколько раз. Плюс для подбора семантики это очень круто. Можно взять вот у пересекающих, есть у каждого, вот видите, сегмента есть свой массив ключей. И если 3 ключевых игрока в вашей нише пересекаются по какому-то пулу ключей, то, скорее всего, эти ключи хорошие. Вот. И так можно очень быстро собирать ядро семантики в неизвестной вами нише. Просто берете топ-3 сайта из анализа ключа в поисковой выдаче, потом их сравниваете и получаете ядро семантики. То есть если все 3 хорошо ранжируются по этому набору ключей, ядро хорошее. Более того, есть продвинутые, мы, кстати, не нашли, у нас есть такая же штука, только там 20 сайтов можно сделать, но мы не смогли алгоритм найти, то есть он реально ломается на 4. Вот математически нельзя соотношение 20 массивов сделать, то есть он не может просчитать этот диаметр. Если взять 20 вот таких пузырьков, то есть мы в этом смысле мы поддерживаем только табличное сравнение. Но можно собрать общую пересекающую семантику хоть там с 20 сайтов за один клик. Или вообще все ключи 20 сайтов за один клик. Это вот продвинутое сравнение у нас называется. Круто. Молодцы. Мое почтение. Так, следующий вопрос. Так. Тут такая дискуссия идет. Вот Дмитрий, как раз Шевцов спрашивает, а как можно выгружать все урлы большого проекта, если у проекта 2-3 миллиона урлов и тарифы максимальные 100 тысяч в отчете? Это реально вообще сейчас или все? Конечно, реально. Вот у нас тарифы. Надо просто Вывести, да, экран? можно не скупиться. Ага. Вот, в тарифе Unlim, вот, допустим, пойдем в анализ конкурентов, Ламода, вот, очень полезный отчет для понимания структуры. Это все урлы домена, разбитые по характеристикам, доля трафика, количество ключей, и, собственно, можно экспортировать все. Если там могут, Дим, могут стоять какие-то технические ограничения, не тарифные, насколько я помню, это 1 миллион, потому что чисто Excel больше 1 миллиона строк не может вывести. Но если тебе нужно получать больше, ты можешь, во-первых, через API это сделать. В API эти методы все есть. А во-вторых, да просто напиши, мы тебе выгрузим. Если у тебя подписка есть. И вообще, если у кого-то есть такая проблема, напишите, мы вам кастомную выгрузку предоставим, если технически через сайт она не формируется. Правильный подход. Это круто.
Всегда навстречу пользователям идти. Так, вот Дмитрий как раз Шевцов пишет, крутые инсайты, помакапить это must-have, да. Вот PPS Web пишет, спасибо за вебинар, отлично. Так. Всегда, пожалуйста. Ага. Роман SEO спрашивает, как можно массово улучшить контент на сайте с помощью нейросетей? Имеешь статей, которые уже были написаны, актуализировать их массово и улучшить? Ну вот имеешь именно статей, там опечатка. Да, мы, я не знаю, насколько, во-первых, на каком у вас, на какой CMS, на каком движке у вас эти статьи опубликованы. Если говорить просто про изменение текста, да, я бы делал так. Я бы, во-первых, скормил ему в сыром виде эти статьи, потом посмотрел бы по вашей тематике, опять же, эталонные урлы, что в них есть. Вот чисто разбор по структуре контента. Там есть сравнительная таблица, 2 видео, цитаты экспертов. Вот человеческим глазом разобрать хорошую статью, которая видна в топе и выдаче. И потом на одном примере отладитесь с GPT, потому что если давать массовые задачи, как правило, он ломается. Нужно отладиться на одной, сказать, вот у нас есть старые статьи, там, допустим, сохрани энное количество контента основного и добавь вот эти блоки, которые нам нужны новые. И сделайте несколько итераций, чтобы довести одну статью до хорошего эталона, и потом можно уже батч-режим включать, потому что я вот часто спотыкался, когда говорил ему, давай все сразу, он потом мне сам подсказал, типа, когда я делаю все сразу, я начинаю тупить и что-то пропускать, и важно вот сначала закреплять вместе с ним, обязательно включайте память и сохраняйте в нее эталонный вариант решения вашей задачи, потом мультиплицируйте на все остальные сущности. Вот уточняет Роман, это WordPress у него движок. Ага, ну тогда, я думаю, там коннекторов полно, когда вы можете непосредственно лить WordPress. Я просто не активно с этой платформой работаю. Ну, в общем, подключить, если не, как говорится, не боитесь, подключайте напрямую. Мы старая школа, боимся все напрямую подключать, только руками заливаем. Если вот что-то должно оказаться на проде, мы это делаем только руками. Ага. Вот Роман пишет, SpyWords не оптимизирован под мобильные устройства. Смотрю YouTube на телевизоре, пытался повторять то, что говорят на сайте, но, к сожалению, ничего не получилось. Все кривое. Да, все кривое, и расскажу почему. У нас сервис и ресурс создан для работы с большими таблицами. У нас просто нет практического кейса, когда вы захотите смотреть миллионы урлов на мобильном устройстве. У нас внешние маркетинговые страницы типа тарифов и главной под мобильные нормально сделаны. Рабочий интерфейс просто не предназначен для on-the-go использования, и обычно это в офисе люди, или при ноутбуке, на рабочих местах выполняют свои задачи. Поэтому мы смотрели статистику, у нас и трафика-то мобильного не так много. Поэтому, к сожалению, придется с этим мириться. А так как мы запускаем много новых штук, я никак не могу с чистой душой бросить разработку, тратить время на мобильную верстку. Спасибо. На твой взгляд, Антон, как нейросети изменят поиск информации в ближайшие годы? И, кстати, интересно узнать, какая доля нейросетей в твоем поиске информации, где ты больше ищешь? Я к сожалению, я когда-то попробовал, когда что-то были перебои с GPT, Яндекс, но что-то... Все хвалят Сбер, кстати, из отечественных, потому что вот еще забыли обсудить, какой следующий виток будет серьезный. Это GPT уже это сделал, возможность подключать ваше приложение к GPT напрямую через коннектор. MCP там или
Да, через MCP-сервер. И представляете, какой это будет прорыв вот просто для веб-приложений. Сейчас, ну, то есть это GPT превращается, во-первых, в Google рекламной витриной крутой, и App Store еще. Потому что ты вот пользуешься GPT, а он говорит, а хочешь пользоваться, не знаю, там, Stripe или каким-нибудь твоим, там, не знаю, да чем-нибудь внутри GPT, да. Хоть чем. Он такой, да, хочу. Он говорит, окей, вот еще заплати за эту, и мы будем рефшер с ними делать. И это круто. Ты такой просто, ты уже не перекидываешь файлы туда-сюда, ты просто говоришь, вот как я делаю, допустим, нужно составить текст email рассылки. Я такой, вот там тема, составь, вот примеры прошлых рассылок. Он это составляет, я проверяю, копирую, вставляю туда, в приложение рассылки email писем, там нажимаю определенные действия, там проверить, добавить список. А я бы мог просто сказать, чувак, вот и у меня подключен там MailGainer, кстати, классный, отличный сервис, рекомендую. Вот у меня подключен MailGainer, вот такая-то компания, сделай копию, перепиши то-то и отправляй. Все. И если будет протокол нормальный, именно взаимодействие по API GPT-агента и приложения, то есть не просто обмен информацией, а именно исполнение действий, все можно будет вот просто вот сидеть и GPT приказывать, он будет делать более полный круг действий. Вот это будет круто. Плюс некоторые идут иначе. Они встраивают к себе. То есть тут куда рынок пойдет. Я больше вот за подход такой. Правда, все тут тогда в монополию превращается, и все крутится вокруг GPT. Есть еще другой подход, обратный, когда, наоборот, в сайты, в контексте приложения встраивают, вот, ну, сейчас уже это много где, функционал и, допустим, там, ну вот у нас вот мы тоже экспериментировали, возможно, это появится. Вот в текстовом вот формате, например, ты открываешь там AI SpyWords помощник и говоришь, там, чувак, подскажи-ка мне лучшие страницы, вот я работаю в такой-то нише, просто текстом пишешь. И вот что бы мне сделать такое? И он просто, мы зашиваем ему определенный алгоритм действий, он понимает, что нужно пройти по анализу домена, потом пойти к конкурентам, потом сравнить страницы, посмотреть эти страницы, выдать рекомендации. Тут уже подключается движок именно и модель. И вот, то есть, или будет все вокруг строиться экосистема нейросети, или наоборот, нейросети сделают такие как бы плагины, виджеты, тоже, может быть, платные, которые можно будет встраивать к себе, там, не строя с нуля свою микромодель. Вот. И в контексте работы приложения вы можете, вот, ну, вот, например, это было бы, мы бы вышли на более массовый рынок точно, потому что вот сейчас наш рынок – это прям специалисты, но есть вот владельцы небольших бизнесов, небольших сайтов, которые вот не хотят не понимать, не изучать там термины, интерфейсы. Они просто хотят там побип-пип-пип. И вот им бы такое зашло. То есть такая прослойка. И, кстати, вот SpyFood, американский сервис, они вот сделали такую штуку. Они как отпочковали AI-бизнес. Он называется, не помню, как называется, но там именно идея такая, что он берет, ты обозначаешь свой сайт, там, не знаю, spyfood.com или там lamoda.ru. Они из SpyFood берут данные мониторинга и говорят тебе, уже прогоняют через модель, а модель тебе говорит, типа, я нашел 100 страниц, которые чуть-чуть не дотягивают до первой страницы или первой строчки, и проанализировал 9 страниц, которые отделяют ваши вот эти страницы от первой строчки. И я нашел вот такие-то разницу в контенте и вообще показателях. Там больше ссылок, там больше картинок, там так-то, так-то, так-то. И даже могу это сделать, ну, вот для вас. И ты такой, давай. И он делает.
И вот так вот в живом режиме. Потом говорит, я нашел еще там. Или у вашего конкурента вышла статья, которая залетела туда-то. Давайте перепишем получше. И ты такой, давай. Вот. И просто вот бесконечный комбайн контента. Да, круто было бы. То есть в конечном итоге сейчас вот с кем, кто глобально рассматривает ИИ, проблема только одна. Бизнес пока не заработал на этом. Все научились генерить красивые картинки, голых тетенек, приколы, а технология стабилизируется и будет принята по-хорошему, когда бизнес начнет на ней ее использовать для зарабатывания денег. То есть ускорять что-то, потому что статистика пока говорит о том, что кто внедрил ИИ в работу своих специалистов, не улучшил показатели бизнеса. Просто они научили их это делать, но там продукты не стали быстрее выпускаться, там, или там доход на одного сотрудника не повысился, и все такое, а почему мы инвестировали 100 тысяч 50 миллиардов в OpenAI? Это вопрос дня. Да. На данный момент вопросы закончились. Теперь мы смотрим... Антон, по традиции скажи, чем ты можешь быть полезен зрителям? Да. Если ты мысль не закончил, пожалуйста, конечно, договаривай. Тут что-то подвисло, и я думал, там как-то... Я говорю, зато мы получили миллион видео на Ютубе, как там котики плывут на акулах, вот, туда-сюда уже не отличишь, что неправда. А бизнес говорит, мы вложили 150 тысяч миллиардов, вообще, что происходит? Вот. И это должно... Да, вопрос философский, на самом деле. И будет еще, я думаю, вот некое переосмысление всего этого, возможно, какой-то спад и второе пришествие, когда будет это использовать, на общество и бизнес, как вот двигатель капиталистического общества, должен новую технологию адоптить и применять. А не сотрудники бизнеса, это B2C клиенты, это просто кастомер, это commodity. Это не commodity должен быть инструмент, это должен быть бизнес. Вот. Так, тут вопрос открыт. Вот Дмитрий Шевцов дополняет, что Клод Код деньги бизнесу заработает, уже начал. Хорошо. Я, кстати, может, это своей команде давал посмотреть, что-то пока не заработало мне много. Ну ничего, все впереди. Дима, у тебя он у тебя не заработал вообще даже на эфире. Ты мне говоришь, деньги он заработал. Я смотрел с утра. Не получилось у тебя заработать. Будущее покажет. Да. На данный момент вопросы закончились, и, Антон, по традиции расскажи, чем ты можешь быть полезен зрителям. Вот слайд с твоими контактами вывожу. Я могу быть полезен, естественно, как слуга своего проекта и своей команды. Если вам, во-первых, я могу быть полезен, если у вас какие-то возникли вопросы на темы, которые мы обсуждали, или около темы, я всегда стараюсь со всеми, кто ко мне обратится, поговорить их и обсудить. А если вам что-то интересно по нашему продукту, по нашему сервису или другим сервисам, я с удовольствием организую вам демонстрацию от SEO, максимально подробно и честно расскажу про наши возможности и предоставлю какие-то специальные возможности для подключения, вот, как новичкам. Вот. Большое спасибо, Антон. Еще, чем я могу быть полезен, если я не смогу решить ваш вопрос или вашу задачу, я, конечно же, постараюсь, а такие люди в моем круге есть, найти и сконнектить вас с теми, кто эту задачу способен решить наилучшим образом. Да, знакомства полезные, они решают во многом. Да. Спасибо огромное, Антон. Будет желание снова выступить, приходи, у тебя очень интересно слушать. Буду рад. Миш, спасибо, да. Тем очень много, на самом деле. Времени мало, а тем много. Может быть, вот мы с тобой поговорили, ты уже к нам на подкаст придешь, к двум Антонам.
Вот ребята пишут, вот Дмитрий пишет, спасибо за эфир, благодарят, супер, спасибо. Ну и тут много других благодарностей. Так что спасибо тебе огромное, что уделил время, поделился опытом, наработками и своими знаниями. Так что Мне было очень приятно. Спасибо всем, кто смотрел. на этой позитивной ноте завершаем наш вебинар. Всем спасибо, до новых встреч и увидимся в топе. Пока-пока.